сегодня в роли рюкзака или вещмешка, или, не знаю, сумки у меня выступает гамак. Вот таким образом я запаковала вещи в гамак. Взяла также каремат, отдельно идет. Сейчас мы посмотрим, как я в гамаке все уложила. Сегодня у меня минимум снаряжения, ничего лишнего не брала, никаких зеркалец, пудрениц, губных помад, расчесок, кусков рельс, нунчак и так далее. Только самое необходимое. В общем, сейчас покажу. Вот такая удобная колбаса. До заката и наступления полной темноты осталось всего около часа, наверное, меньше часа. То есть мне надо подготовить стоянку, лагерь ко сну меньше, чем за час. Ну, все бы ничего, но попутно мне же надо все это снимать. А съемки занимают много времени. Сейчас я, например, вам буду показывать, как у меня упакованы вещи в гамаке. Кстати, вот эти веревочки, это тоже идут в комплекте с гамаком. Они будут использоваться для установки гамака, для подвески. Вот такая колбаса. Другой веревочкой я связала, уплотнила свою импровизированную сумку. И вот гамак. Здесь у меня свитер, ни разу не походный, но зато очень длинный, теплый и будет греть мне поясницу и пятую точку. Нож, фонарик, плащ-дождевик, теплые носки, все-таки осень, запасная веревка, пол-литра воды, кружка, может буду пить чай, но еще не знаю точно. Так, ну и стропы для подвески гамака и летний спальник. Все, начинаю подвешивать гамак. Гамак еще ни разу не устанавливала. Я его получила буквально на днях. И сегодня я вам расскажу, какими путями он мне достался. Потому как это отдельная интересная история. Но сперва обустройство лагеря. Так. Все, гамак установлен, мое спальное место готово. Я уже туда засунула каремат. Правда, вход с той стороны. Хотя хотела с этой, но что-то не глянула, так будет. Вот, перевешивать уже не буду. Повесила высоко. Ну, я достаю. Как видите, уже начало смеркаться. Ну, сейчас немножко дровишек, место под костер и попробую сделать чая. А, кстати, у меня тента пока нет, но дождя не планируется. Однако на всякий случай над гамаком я натянула веревочку. И если вдруг все-таки начнет с неба капать, у меня есть такой довольно большой плащ. Плащ-накидка. И вот я его потом на эту веревочку накину и таким образом спасу себя от дождя. Но раньше времени не буду его
накидывать. Пускай. Буду любоваться небом. Сейчас я попробую сделать очень-очень малюсенький костер, чисто для того, чтобы вскипятить воды грамм 300. То есть с минимальным затрагиванием площадей. Сделаю я его в небольшой ямке. Этот костер не будет видно издали. Он даст очень мало дыма. Сейчас я постараюсь именно только сухое использовать, горючее. Правда, она так и не спешит, собственно говоря, гореть. Даром, что сухая. Угу. Отлично. У меня сегодня тормозок помещаются вот в этой кружечке. Кстати, кружечки сделала крышечку тоже вот буквально сегодня, чтобы вода быстро закипала. Здесь у меня котлетка с хлебушком, 2 сушки и 3 конфетки. И пакетик чая. Вот и все. Так, костер небольшой не нужен. Как я говорила, закипятить чисто 300 грамм воды. Поэтому буквально несколько веточек. Оп, оп. Так, а эти веточки я, наверное, буду использовать. Поставлю на них кружечку. Вот так вот. Угу. Ставим кружечку. Наливаем водички. Опа. Сегодня у меня поход с минимумом снаряжения. Никаких. Ну, отличная крышечка получилась. Вообще замечательная просто. Вот такой маленький костер. Ну что там? Ну, пока еще нет. Ну что, вода закипела. Крышка буквально подпрыгивала. Так, снимаю. Ух, и прогорела как раз веточка под кружкой. Все идеально. Все. Кидаем остатки веточек в костерчик. Или можно не кидать, затушить об землю. Потому как сегодня у меня нет цели костер долго держать. Так. Угу. Буду ждать, пока остынет. В принципе, горячего чая не особо хочется. Все, мусор сгорел. Сейчас веточки затухнут. Чай у меня конфетки, сушки. 3 сушки. У меня 3 сушки и 3 конфетки. Не 3, 4. Руки-то загребущие у меня, оказывается. И бутер
котлеткой. Хотя есть я не хочу, честно говоря. Вообще я сейчас на диете. Ну, в смысле на диете. Пытаюсь похудеть. 2 килограмма уже покинули меня лишних. Осталось еще от 4 килограмм избавиться. Поэтому не стремлюсь я кушать. 19:25, а я уже в гамаке. Попила чаю. Так, сейчас включу свет. И все, устроилась в гамаке. Пока мне очень жарко. Хотя я одела на себя все равно упорно свитер. Дабы ночью не просыпаться, не одеваться. Ну, вот. Так, не поняла. В гамак залетела какая-то мышка. Хотя комаров уже практически нету. И, в общем-то, вряд ли я засну так рано. А потому я, наверное, посмотрю фильм. И какой, вы думаете, фильм смотрят девушки, находясь в одиночестве в темном лесу? Как вы думаете? Догадайтесь. Ну, вообще не знаю, как девушки. А Танюха Гордеева сейчас будет смотреть «Чужого». В общем, буду сейчас смотреть «Чужого», слушать сверчков, смотреть на небо. В общем, начала было «Чужого» смотреть. Но сверчки победили. Не хочется вот этих звуков. Думаю, фильм мне с большим аппетитом пойдет дома, в домашней обстановке. А здесь я буду слушать сверчков. Начинают первые звезды на небе появляться. Я же без тента. Вот, буду смотреть на небо, слушать сверчков и, собственно говоря, засыпать. Определенно пока не спится. Немножко погуляю. Кстати, из вещей вне гамака только штатив, бутылка и кружка. Ну и кроссовки, конечно, под гамаком, когда укладываюсь. Так. Какая красивая колючка. А там еще. Кстати, когда прибежала, в мыле было, даже не обратила внимания, что тут такие колючки. Вот так и живем. Когда в мыле, ничего не замечаем. Такие вот деревья тут, еще зеленые. В основном акация, как я уже сказала. Жаль, моя камера не снимает звезды. Звезд много. Гамачок мой. Кстати, я сегодня недалеко от населенного пункта обосновалась. В наглую. Далеко я бы и не успела забежать. Привыкла засыпать в 12 в час. Конечно, 8-9 вечера для меня рановато. Бабочка. Моль. Ой. Гамак, конечно, из-за вот этой темной штуки выглядит, конечно, мрачноватенько. Как кто-то там из зрителей написал, что гроб спящей красавицы. Ну да, ну да. Соглашусь. Ладно, пойду спать. Здравствуй, утром. Вот я и проснулась. Солнце светит и уже достаточно высоко. 7:41, 13 сентября. Проснулась. Кстати, к слову, об узлах, которые держали мой гамак. В общем-то, вот так вот раз.
И все. Ну, правда, стропа длинная, и я ее намотала вот немерено тут вокруг дерева. И, в общем-то, вся система. Ничего такого сложного вообще. Отлично. Я всю ночь вертелась в гамаке. Кстати, очень долго не могла заснуть. Не спалось мне, поэтому я вертелась сбоку на бок. И ничего, никуда я не выпала. Это я говорю тем, кто думает, что с гамака можно выпасть. Очень удобно спать на боку. Тоже без проблем. Вот. Так. Все узлы развязываются вот одной рукой легкими движениями. Так, раз и все. Хорошие веревки и стропы, которые прилагаются к гамаку. Все, палочка больше не нужна. Вот примерно такой длины палочки нужны для установки этого гамака. Костюрчик вчерашний мой. Сейчас мы его вот так раз. Вот так вот. И все. Вроде как и не было тут костра никогда. Единственное, эта палочка напоминает об огне. На завтрак осталась одна конфета и вода. Съем сейчас перед укладкой. Итак, вещи все уложены. И приступаем к формированию переносной колбасы. Все выкладывается вдоль колбасы по длине. Вот. Беру вот эту веревочку с гамака, буду ей сейчас связывать колбасу. Делается это вот так. Все это сворачивается. Стараемся сворачивать как можно плотнее. Ну вот. Вот так вот. Теперь дополнительно еще обвяжем, стянем. Благо веревочки у нас есть. Так вот. Хрупкого у нас ничего нету. Можно затягивать, насколько есть стремление и желание. Кстати, вот эта веревка, как бы я ее сильно не затягивала узлы, все они потом легко распускаются. Хочу что сказать. Свитер можно было не брать. Ночь была жаркая. Даром, что осень. Видать, к нам на какое-то время вернулась жара. И свитер можно было не брать. Ну так, сколько мы оставляем места? Вот так, наверное, да? Вот так сделаем. Опа.
Система наматывания. Какая система наматывания? Да как в голову придет, называется. Это моя любимая система. Так, еще подтянуть. Все на глазок. Вот так вот. Раз. Чтобы лишних веревочек не было. Ну и, как обещала, пришло время рассказать о том, откуда у меня взялся этот гамак, собственно говоря. Вернее, не откуда взялся, а благодаря кому появился. Дело в том, что в этом мне помог зритель. Мы с ним начали общаться, наверное, в конце зимы, если я правильно помню. Вот. Переписывались вначале. А потом он мне предложил такую финансовую помощь в развитии канала. Вот. Причем без каких-либо условий, то есть он просто, ему нравится мое творчество, то, что я делаю, и у него есть возможность помочь. И вот он уже несколько раз помогал мне. Ну, причем как? Не просто переводил деньги, трать на что хочешь. Нет, он предлагал мне какие-либо проекты. Вот, если мне нравился проект, он мне переводил деньги для их реализации. И вот, когда я вернулась из Карелии, и он посмотрел ролики о Карелии, он такой сразу мне пишет: «О, Таня, тебе, похоже, очень нравится гамак». Но я не стала отнекиваться. Он говорит: «Давай купим тебе гамак». Давай. И вот таким образом у меня появился гамак. Кстати, хочу сказать, что это дико приятно, что человек, который меня смотрит, настолько активно принимает участие в развитии моего канала. Это на самом деле очень неожиданно, очень приятно. Ну, в общем, спасибо тебе. Этот человек хочет остаться инкогнито на данный момент. Может быть, когда-то он изменит свое решение, и тогда я расскажу, кто это. Ну, а на данный момент это просто мой зритель, которому нравится мое творчество, и который решил мне помогать. Ну и коли я так хорошо тут уселась, правда, солнце светит, вот, в глаза. Вот. И коли я так хорошо уселась, хочу вам рассказать еще одну небольшую историю небольшую историю в тему моих одиночных ночевок. Дело в том, что лет, не знаю сколько, 15 назад, наверное, в общем, давно это было, как-то вздумалось мне практически ночью, но уже было темно, погулять. Не сиделось мне дома, тогда не было интернетов, как-то скучновато мне было. Вот. Я дошла до первой посадки, встала на ее окраине, и мне стало страшно. В каждом пне, в каждом дереве мне мерещился человек, обязательно злодей. Я тогда быстро развернулась и пошла домой. Это я к чему говорю? К тому, что вот сейчас я уже второй год, да, или уже больше. Ну да, второй год. Нет, уже третий. Хожу в одиночные походы с ночевкой. Я ночую в самых разных лесах. И у меня нету страха даже в малейшей степени. В деревьях я вижу деревья, в пнях пни. Мне никто не мерещится, стоящий за деревьями и пнями. И мне дико нравится вот эта трансформация, произошедшая во мне, вот эти изменения. Если я раньше на самом деле какие-то вот эти необоснованные страхи во мне какие-то возникали, они были нарисованы, то сейчас я просто прихожу в лес, я не рисую себе каких-то ужасов, я просто воспринимаю лес
погружаюсь в его атмосферу, в его тишину, и мне очень комфортно, очень хорошо. Меня ничего не тревожит, не бывает каких-то даже страшных звуков. Вот. В общем-то, я чувствую себя так же, как дома. Вот я сегодня спала в гамаке, замечательно. Ощущение как дома, только еще вот это ощущение, что ты в воздухе. Очень приятное на самом деле ощущение. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотела сказать. Сейчас окончательно соберусь и домой. Где очень много вот такой сухой травы, она прям вот как бы такими буграми над землей, вокруг деревьев, вокруг кустов. Вот она там всюду, видите, да? Эта трава очень хорошо идет на растопочку. Она сухая. Вот я вчера не брала бумагу, и эта трава загорелась хорошо. Ну, правда, не с первой спички, со второй, но замечательно. И лесу придает вот эта трава некоторую такую сказочную мрачность. Ну, правда, сейчас при солнечном свете этой мрачности никак не ощущается, но все равно такой достаточно интересный момент с этой травой. Эту конструкцию очень удобно носить. На плечи не давит, мягкая. Можно пройти большое расстояние, таким образом упаковав вещи. Конечно, я не хочу сказать, что все вы должны ринуться, откинуть рюкзаки и вот делать такие странные конструкции для переходов. Мне просто нравится экспериментировать, пробовать что-то новое. Вот. И пришла в голову такая идея, даже не мне, Жеке. Вот, а я реализовала. Уже есть еще другие идеи, опять же, с гамаком. Ну, они, мне кажется, более обыгранные, более банальные, но между тем, думаю, их стоит все-таки реализовать. Потом еще такой момент. Некоторые зрители задают мне такие вопросы. Таня, а почему вы вот взяли в другую палатку там, или другой котелок, или другую печку-щепочницу? У меня встречный вопрос этим зрителям. А почему я должна пользоваться одной палаткой, одним котелком, одной печкой-щепочницей, одним рюкзаком?